Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. Приглашаю вас сегодня на мастер-класс по вязанию вот таких туфелек. Эти туфельки я нашла фотографию в интернете, связала, на 100% это не будет такое же точно копирование, но тем не менее вот моделька мне понравилась, и я ее решила воспроизвести. Друзья, если вы смотрите это видео, не подписавшись на канал, подпишитесь прямо сейчас, нажмите на кнопочку подписаться, нажмите на колокольчик и оставайтесь с нами. Все материалы и видео и мастер-классы у нас на канале для вас бесплатны. Ну а мы начинаем. Для вязания этих туфелек я подобрала вот такую подошву. Это подошва 36 размера. Здесь по всей окружности пробитые отверстия. Я вот сейчас вам покажу отверстия. Часто вы спрашиваете, правда ли на расстоянии 1 сантиметр. Я показываю там или полсантиметра. Вот здесь расстояние между отверстиями ровно 1 сантиметр. От центра отверстия до центра отверстия. По всей окружности ровно 1 сантиметр. Если у вас подошва не пробита, вы, пожалуйста, возьмите шило и пробейте. Пряжа Мелисса Перлес номер 5. Это 100% катон. Очень хорошая испанская пряжа, хорошего качества, мерсеризированный хлопок. Вязать я буду в 2 нити, потому что тут на 100 грамм 290 метров. Крючок буду использовать 2,5 миллиметра. Ну и начинаем, конечно, с обвязки подошвы. Находим центр по пятке. И вот там от центра по пятке я отсчитаю вправо 2, 3, 4, 5. 5 отверстий. Вот в 5-е отверстие я начинаю вязать. Одну нить беру сверху от мотка, а вторую из середины мотка. Вот так в 2 нити буду вязать. И начинаем обвязку. Первый установочный ряд обвязки подошвы. Вяжем столбиками без накида по всей окружности. В каждое отверстие я буду провязывать 3 столбика без накида. Первое отверстие, с которого начинаем вязать, я провязываю 1 столбик без накида. Если шило у вас будет довольно толстое, крючок будет хорошо входить в отверстие, поэтому смотрите, чтобы шило не было тоненьким. Вот, первое отверстие 1 столбик без накида. И сразу переходим к следующему отверстию и провязываем в него 3 столбика без накида. Первый. Конец нити придерживаем. Нам его необходимо ввязать сюда. Первый столбик без накида. Второй. И третий столбик без накида в это же отверстие. Не очень удобно в начале, но это первый ряд. Всегда какие-то неудобства есть здесь, но ничего. Просто на камеру держать не очень удобно подошву. Второе отверстие, первый столбик, второй. Третий. Вот таким образом провязываем в каждое отверстие по 3 столбика без накида. Встречаемся в конце ряда. Вот у нас осталось одно отверстие. Мы сюда провязываем 3 столбика. Первый, второй, третий. И у нас остается первое отверстие, с которого мы начинали. Тут у нас 1 столбик. Нам нужно довязать сюда еще 2, чтобы было тоже 3. Вот это второй столбик и третий.
Все, ряд мы закончили. Теперь в первую петлю этого ряда соединительный столбик, воздушная петля подъема. И дальше в каждую петельку этого ряда провязываем столбик без накида. Следим, чтобы у нас не было лишних столбиков. Вот то, как 3 у нас в нижнем ряду, по 3 столбика, поэтому по 3 петельки над каждым отверстием провязываем столбиком без накида. Вот так провязываем до конца ряда. Встречаемся здесь в конце ряда. Довязываем последние столбики без накида. Вот еще один остался. И в первую петлю предыдущего ряда соединительный столбик. Воздушная петля подъема. И теперь приступаем к следующему третьему ряду. Начинаем вывязывать пяточку, поэтому нам нужно отметить, вот у нас тут от центральной петли мы отсчитывали 5 отверстий, 3, 4, 5. Вот между четвертым и пятым начинается у нас ряд. Отсчитаем в эту сторону точно так же. И первая петля пятого отверстия, это у нас будет та петля, до которой мы будем вязать. Ставим сюда маркер. Вот до этой первой петли мы будем вязать. И теперь начинаем вязать по узору, чередуя длинные и короткие столбики. Один столбик мы вяжем из петли предыдущего ряда. Вот у нас сейчас была воздушная петля, это как столбик. А следующий столбик из петли на ряд ниже. То есть опускаемся во второй ряд. Отсюда пропускаем верхний ряд и в нижний ряд провязываем столбик без накида. Следующий из петли предыдущего ряда обычный столбик без накида, короткий. Теперь снова опускаемся на ряд ниже. По тому, чтобы не ошибиться, какую петлю, чтобы лишнюю или недостаточную, смотрим по нижнему ряду. По нижнему ряду, по второму, будет легче ориентироваться. Вот был короткий, теперь длинный. Вот сюда, из петли на ряд ниже. Снова короткий, из петли предыдущего ряда, то есть из первого ряда, вот этого. Теперь со второго ряда следующий столбик без накида. Вот так мы чередуем длинные и короткие столбики. И провязываем мы до маркера, где мы наметили конец ряда. Вот у нас получается длинный столбик. Начинаем с короткого, длинный, короткий, длинный, короткий, длинный, короткий, длинный, короткий. Вот так вяжем до маркера. Доходим до маркера. Здесь у нас короткий столбик. Затем длинный столбик. Вот между пятым и четвертым у нас получается длинный столбик. Мы его ставим на маркер, эту петельку, последнюю. И нить возвращаем в начало ряда. Находим петлю, с которой мы начинали этот ряд. Вот первая петля у нас, это длинная, вот тут короткий столбик, первая петля. Отсчитываем от нее 3 петли вперед. 1, 2, 3. И здесь начинаем вязать. Воздушная петля подъема. Это у нас первый, как бы короткий столбик. Дальше длинный, из петли на ряд ниже.
снова короткий, это уже третья, да, у нас дополнительная петля провязывается. И в предыдущем ряду первая петля была короткая, над ней вяжем длинную. У нас получится в шахматном порядке. Над первой петлей предыдущего ряда вяжем длинный столбик из петли предыдущего ряда. Дальше у нас идет длинный столбик, над ним вяжем короткий из петли первого ряда. Дальше 2 длинных, вот между ними вяжем длинный столбик, там был короткий. Теперь снова длинный, над ним короткий. В общем, вяжем точно так же, как предыдущий ряд, только в шахматном порядке. И очень хорошо видно, когда вы будете вязать по рисунку, между длинными столбиками прямо будет такое, отверстие, в которое вы будете вставлять крючок для длинного столбика. Вот видите, в шахматном порядке длинный, короткий. Вот так вяжем до маркера на той стороне. Здесь у нас по рисунку идем. Провязываем последний длинный столбик. Дальше вот здесь короткий. Снимаем петлю с маркера на крючок. И вместе вот с этой петлей мы будем провязывать дополнительные столбики. С той стороны мы 3, да, петли вперед отступали, и здесь 3 столбика тоже. Вот эту петлю держим на крючке. Был короткий, теперь длинный столбик. Вместе с этой петлей провязываем 3 вместе. И по рисунку двигаемся. Что у нас там следующее? Короткий, длинный, короткий. Провязываем 3 дополнительных петли. Все. Переставляем снова петлю на маркер. Нить протягиваем в начало ряда. Опять от первой петли 3 петли вперед и начинаем ряд. Вяжем по рисунку. Над длинными столбиками у нас будут короткие, над короткими длинными. Вот длинный над коротким, короткий над длинным, длинный, короткий, длинный, короткий. Вяжем до маркера. Здесь тоже последнюю петлю провязываем, затем снимаем петлю на крючок и вместе с ней провязываем следующий дополнительный, первый, второй и третий еще. И вот так мы двигаемся вперед. Несколько рядов провяжем для того, чтобы вывязать пяточку. Вот такая пяточка у нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рядов. Я провязала 12 рядов. Этого достаточно. Теперь вот эту петлю, это я просто пока показывала пяточку, сняла, оставляем на крючке и начинаем вязать вперед. Мы уже не возвращаем нить, а вяжем столбики без накида в каждую петельку предыдущего ряда. Тут уже не по рисунку, а просто чисто столбики без накида. И двигаемся по кругу. И провязываем мы таких 6 рядов. Я думаю, что достаточно будет. Мы посмотрим. Для подъема на 36 размер, ножка не широкая. И вот так продолжаем сюда. Все вяжем столбиками без накида по кругу 6 рядов. Без остановки. Вот сейчас показываю. Мы доходим до этой стороны. Здесь у нас начинается узор, но мы узор не трогаем. Все, мы теперь будем вязать дальше столбики без накида. Вот начался узор, и мы продолжаем вязать столбики без накида. Двигаемся по окружности. Все.
Узором у нас провязана только пяточка и вот подъем на пяточку. Подъем впереди мы провязываем столбиками без накида. С переходом на пятку довольно хорошо потом будет смотреться вот такой узор. Вот таких 6 рядов провязываем. Если у вас ножка очень широкая, то можно провязать 7-8 рядов. Смотрите так, чтобы у вас было нормально для подъема. Вот я провязала 6 рядов. Теперь в конце ряда заканчиваю последние столбики, вяжу 2 соединительных столбика, нить обрезаю, конец нити я вытяну на изнаночную сторону и спрячу в вязание. Между нитями опущусь вниз между рядами и спрячу вот сюда у подошвы. Вот, основа у нас готова. И теперь мы переходим к переду. Вот здесь у нас получается 6 рядков. У нас получилось первый ряд мы делали обвязки, потом установочный по переду, и еще 4 ряда мы довязали. То есть по переду получается 6 рядов, по пятке 4 вот этих столбиками без накида. Находим центральную петлю впереди. И теперь будем вязать перед. Здесь у нас узор, он довольно простой. Вы сейчас его очень быстро поймете. Значит, смотрите, вот тут у нас вот такой узор. Вот это центральная петля. Впереди у нас 3 вот столбика с одним накидом. 2 петли пропущенных в обе стороны, и там столбики с одним накидом. В общем, мы сейчас будем это провязывать. 1, 2, 3, 4 петли вправо отступили, привязываемся вот к этой петле, к 4 справа. Раз, два, три, 4. Вот у нас 4 петля. Можно убрать маркер, чтобы он нам не мешал. Мы его для центра искали. Привязались. Теперь 2 воздушные петли провязываем. Одна, вторая, 2 воздушные петли. Теперь делаем накид, пропускаем 2 петли, 1, 2, в 3 столбик с одним накидом. Я думаю, что хорошо вам видно. Напишите в комментариях, пожалуйста, хорошо ли видно, нужно ли так близко показывать, чтобы 2 столбик с одним накидом в следующую петлю. И в 3 петлю 3 столбик с одним накидом. Вот так. Теперь, видите, у нас было тут 2 воздушных петли, 2 петли пропущенных, 3 столбика с одним накидом. С этой стороны то же самое. 2 воздушных петли, 2 петли пропускаем. 1, 2. И в 3 столбик без накида. Все должно быть асимметрично. Не, мы здесь соединительный столбик делаем. Да, мы соединяем эту сторону. Вот так. И теперь вяжем 3 соединительных столбика еще. 1, 2, это для подъема, и 3. То есть мы соединились,
в ряд и 3 соединительных столбика. Можно столбиками без накида, но я соединительным соединяюсь. 2 воздушные петли, разворачиваемся на изнаночную сторону. И смотрите, у нас вот тут такая вот арочка первая есть, да, вот 2 воздушных петли. Сейчас поближе покажу. Вот первые 2 воздушных петли, которые мы вязали в конце ряда. И в начале вот тут 2 воздушных петли. Вяжем под них, делаем накид. И под эти 2 воздушные петли столбик с одним накидом 1. Столбик с одним накидом 2. И столбик с одним накидом 3. Теперь 2 воздушные петли и под вот эту арочку то же самое, столбик с одним накидом 1, столбик с одним накидом 2 и столбик с одним накидом 3. 2 воздушные петли. Теперь по боковой части, вот здесь, мы пропускаем 1, 2 и в 3, 2 петли пропустили, в 3 соединительный столбик. Извините, тут ушло немножко с экрана. В 3 петлю. Теперь провязываем соединительные столбики 1, 2 и 3. Разворачиваемся и вяжем следующий ряд. 2 воздушные петли. Теперь смотрите, вот у нас 3 арочки теперь, 2 боковых, 1 центральная. Начинаем вязать под первую. Столбик с одним накидом 1, столбик с одним накидом 2, а 3 столбик с одним накидом мы провяжем вот сюда над первым столбиком из 3 вот этих столбиков. Вот сюда, 3. Я думаю, что хорошо видно. Напишите, хорошо ли видно. 2 воздушные петли. Под центральную арочку мы провяжем 2 столбика с одним накидом. Просто под центр арочки. 1. И 2 столбик с одним накидом. Теперь снова 2 воздушные петли. И точно так, как с этой стороны, только уже над последним столбиком, вот так как мы вязали здесь над первым, здесь над последним, вяжем первый столбик с одним накидом. Вот сюда. 1. И 2 столбика под арочку. Первый, это будет 2 сюда, да. 2 нити, немножко теряю нить. И 3. То есть 1 над столбиком и 2 под арочку. 2 воздушные петли. Теперь на боковой части пропускаем 2 петли. 1, 2 и в 3 соединительный столбик. Дальше 3 соединительных столбика. Вот смотрите, здесь важно, можно провязать 2 соединительных столбика и начинать ряд, но тогда у вас будет более подъемный вверх, более такой, знаете, объемный. Если широкая ножка, вы можете провязать 2 соединительных столбика. Тогда будет выше подъем туфельки, но мне так не надо, поэтому я вяжу 3. Вот, вяжем следующий ряд. Под арочку, под первую, 2 воздушных петли провязали. Теперь 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. И над первым столбиком, вот из этих 3, вяжем 3 столбик с одним накидом. Здесь понятно, у нас всегда будет это повторяться. 2 воздушных петли. А вот теперь смотрите, у нас над центральной аркой 2 воздушных петли было. Вот мы сейчас будем добавлять по одной петле
с обоих сторон вот этих столбиков. Вернее, по столбику. Вот здесь под арочку первый столбик, над столбиками второй и третий столбик. Вот прям над столбиками. И под арочку с той стороны четвертый. То есть мы провязываем эти два столбика, но слева и справа добавляем еще по одному столбику. Дальше 2 воздушных петли. Вот видите, вот так у нас пошло расширение впереди. И мы тот край точно так же, вот как здесь мы делали, мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Вот тут у нас 2 было, тут у нас 4 стало столбика. Точно так. И под последнюю провязываем над последним столбиком первый столбик с одним накидом. Вот сюда. И в арочку еще 2 столбика с одним накидом. Второй и третий. Довольно простой рисунок, вы начнете вязать, сразу привыкнете, очень быстро и просто вяжется. 2 воздушные петли, по боковой части 2 петли пропускаем, в третью соединительный столбик. Дальше 3 соединительных столбика, 1, 2, 3, разворачиваемся, вяжем следующий ряд, у нас лицевой. И вот смотрите, что мы здесь будем делать. Я думаю, что вы уже дальше самостоятельно справитесь, тут очень все просто и легко. Значит, я провяжу еще с вами ряд, вяжем вот сюда. Ну, я сейчас объясню сначала. Вот у нас на готовом изделии, видите, у нас тут правая часть и левая всегда повторяется. Мы вяжем под арочку 2 столбика с накидом и в последнюю. А вот посередине мы всегда добавляем 1 столбик. Было 4, теперь справа, слева по одному столбику, 4 посередине. Потом снова справа, слева по одному дополнительному столбику. И так вяжем наверх. Вот так все ряды. В верхнем ряду у меня получилось 18 столбиков, а здесь 2 подарочку, 1 над столбиком, 2 подарочку, 1 над столбиком. Вяжем эту часть, и здесь точно так: 1 над столбиком, 2 подарочку, 1 над столбиком, 2 подарочку. Все очень просто. Левая, правая часть повторяется, середина увеличивается. Давайте еще один ряд вместе провяжем. 2 воздушные петли, мы всегда так начинаем. Теперь подарочку. Вяжем столбик с одним накидом первый, столбик с одним накидом второй и столбик с одним накидом третий над первым столбиком из 3 столбиков предыдущего ряда. 2 воздушные петли. По центру нам надо добавить по одному столбику справа и слева. Значит, под арочку вяжем столбик с одним накидом, первый, затем 4 столбика над столбиками предыдущего ряда, второй, третий, четвертый, пятый, вот 1 плюс 4, 5 столбиков, и 1 с левой стороны еще дополнительный подарочку, 6. Вот видите, у нас было в первом ряду 2, во втором 4 столбика, а в третьем 6 уже. И так в каждом ряду у нас по одному столбику будет добавляться справа и слева. 2 воздушные петли. Теперь над последним столбиком вяжем столбик с одним накидом, 1 и 2 столбика подарочку, второй,
третий. Очень простой рисунок, правда же? Теперь 2 воздушные петли. 2 петли пропускаем. Раз, два, в третью. Соединительный столбик. Теперь 3 соединительных столбика по боковой части. Раз, два, 3. Разворачиваемся наизнанку, 2 воздушных петли и продолжаем вязать дальше точно так же, как мы вязали. Все. Вот этот рисунок мы вяжем до необходимой высоты подъема. Смотрите, если размер у вас больше, высота подъема будет больше, может быть на 1-2 ряда. Вот у меня здесь в верхней части 18 центральных столбиков, у вас может быть 20 или 22, это зависит от размера. Вот, вяжем вот так рядами, и по 2 столбика в каждом ряду у нас прибавляется по центру. Таким образом у нас расширяется перед. Если у вас размер больше, соответственно, у вас будет здесь не 18 петель наверху, а больше 20, 22, может быть 24 петли. Теперь в конце этого ряда я провязываю также 3 соединительных столбика. Одним присоединилась, еще 2 столбика. Теперь вяжу 5 воздушных петель. 5. И вот сюда под арочку возле центральных петель провязываю столбики без накида. 1, 2, 3. Дальше захватываю первые 2 петли, 4, 5. 5 столбиков без накида. Теперь снова 5 воздушных петель. И мне нужно найти центральные 5 петель. Вот я здесь считаю. 2 с этой стороны тоже я займу, присоединю. И вот эти вот центральные петли я просчитываю и нахожу 5 центральных петель, чтобы ровно они были. И вот сюда начинаю вязать 5 столбиков без накида. Провязываю 5 вот этих центральных петель столбиками без накида. 2, 3, 4, 5. Теперь 5 воздушных петель снова. 3, 4, 5. 2 последние петли вот сюда провязываю. 1, 2. И под воздушную подарочку еще 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Теперь 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. По боковой части 2 петли пропускаю в третью соединительный столбик. Провязали соединительный столбик. Теперь провязываем соединительный столбик 1 и соединительный столбик 2. Разворачиваемся. Слетела опять у меня петля. Сейчас я тут исправлю. Одним соединительным столбиком привязались через 2 петли в третью, и затем еще провязали 2 соединительных столбика.
Дальше разворачиваемся на лицевую часть. И вот под эти арочки из воздушных петель мы будем вязать столбики с одним накидом. А вот здесь, вот в эти 5, в центральную будем вязать столбик без накида. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть. Вот, начинаем под арочку вязать. 1 столбик с одним накидом, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот, провязали, думаю, что достаточно будет 7 столбиков с одним накидом. Сейчас смотрим. Ну, давайте еще парочку провяжем, чтобы плотнее было. 8 и 9. Вот, 9 столбиков с одним накидом. Но этого точно достаточно. Теперь вот здесь 5 у нас столбиков без накида. В центральный, в третий вяжем столбик без накида. Получился такой веерок. Под следующую арочку мы снова вяжем 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И снова вот эти 5 столбиков без накида, 2 и 2 справа слева, в центральный столбик без накида. Вот, дальше по следующую арочку то же самое. 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь снова вот здесь в третий над третьим столбиком столбик без накида. Вот теперь последнюю арочку провязываем 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Теперь здесь пропускаем одну петлю во вторую соединительный столбик. И вот смотрите, какой у нас красивый получился перед. Вот такая у нас обвязочка верха. Просто очень аккуратно, оригинально, мне кажется, очень красиво. Видите, вот здесь можно украсить чем-то потом. Вот, вы будете сами думать, чем украсить. Я уже придумала. Сделала такой мотылек, поэтому и назвала их мотылек туфли. Теперь делаем обвязку верхней части. Вот смотрите, беру накид снизу вот так на крючок, вставляю и провязываю 3
петли, которые у меня на крючке вместе. То есть как бы столбик, полустолбик с накидом, но накид делаю не как обычно, а вот так вот снизу завожу крючок под нить и провязываю все 3 петли. Снизу завели крючок, взяли нить, 3 петли на крючке вместе провязали. Вот такой получается красивый узор. Вот в эту верхнюю часть можно вставить резиночку, но я здесь сделаю 3 убавления на пяточки, чтобы плотно носилось, потому что мы будем носить, одевать, снимать эти туфельки. Убавление делаю так вот, не провязывая одну петельку, потом вторую точно так же, видите, и потом все эти петли на крючке вместе. То есть 2 петли провязываем вместе. Дальше провязываю несколько петель так, как вязала, по одной. Это я сделала первое убавление. Вот, практически ничего не видно, но здесь будет тоже сидеть пяточка. Можно не делать убавления, можно взять резиночку сюда, ввязать с изнаночной стороны. Но мне не хочется резиночку, очень плотно сидит туфелька, поэтому я сделаю просто убавление. Вот сбоку сделала, теперь по центру еще сделаю. Вот, дохожу до центральных петель и буду делать второе убавление. Вот, вытянула петли, не провязываю, снова накид, еще одну петлю вытягиваю, и теперь вместе 2 накида, 2 петли, и та петля, которая на крючке, все вместе провязала. Вот это второе убавление. Теперь провязываю опять, продолжаю вязать полустолбики, провязываю несколько полустолбиков и сбоку на загибе пятки сделаю еще одно третье убавление. Тогда в процессе носки, вот при одевании, снимании туфельки, она не будет растягиваться так сильно и будет плотнее сидеть на ножке. Вот здесь, вот где-то вот здесь я сделаю еще одно убавление. Ну вот сейчас, наверное, беру, вот не провязываю, еще беру одну петлю, не провязываю, потом вместе их провязываю 2 петли, 2 накида и петлю, которая была на крючке. То есть всего у меня 5 петель на крючке, я их провязываю вместе. И дальше до конца ряда я вяжу вот такими полустолбиками с накидом. Снизу поддеваю крючок, накид на крючок. Дохожу вот сюда до конца ряда, довязываю последние столбики. Дальше пропускаю угловой столбик в первый соединительный столбик, еще один соединительный столбик, вытягиваю нить, обрезаю. Конец нити перетягиваю на изнаночную сторону и прячу вязание. Вот так, видите, как аккуратненько получилось. Убавлений не видно. Все получилось ровненько. Сейчас вот эту нить обрежу, вытяну ее наизнанку, спрячу вязание с той стороны. Опущу эту нить до низу и там вот уже под подошву загоню, вот под петли обвязки подошвы, вот туда аж внизу. Дальше положу стелечку. Стелечку накладываем и остается украсить нам туфельку. Ну, так, как мы желаем. Можно какие-то пуговки, можно какое-то украшение прицепить, можно впереди бант сделать, цветочек. Ну, в общем, все что угодно.
вот сюда, например, хорошо бы смотрелся бантик или цветочек какой-то. Можно оставить вот так. Моделька, она вообще сама по себе очень симпатично смотрится. Можно ее оставить так. Ну, а я все-таки решила сделать такую бабочку сбоку с пуговкой. Мне почему-то так захотелось. Я не буду показывать, как она вяжется. Очень много в интернете мастер-классов по вязанию всяких бабочек, цветочков, там всяких бантиков. Поэтому вы свяжете на свое усмотрение любое понравившееся вам украшение. Вот такой вот я буду ставить сюда мотылек, вот двухцветный, белый под подошву и под цвет самого изделия, и перламутровую пуговку. Можно вот сюда сделать эту бабочку, поставить, или цветочек. Все, друзья, если это видео вам понравилось, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваши отзывы. Я очень люблю получать от вас отзывы, я люблю получать от вас вопросы, какие-то советы. Иногда вы вдохновляете меня на вязание каких-то новых моделей. Я очень вам благодарна за обратную связь. Если вы еще не подписались, подпишитесь, пожалуйста, на канал, нажмите на кнопочку подписаться, на колокольчик, вы никогда не пропустите новые видео, которые будут выходить на канале. Ну, а я с вами прощаюсь, желаю вам ровных и красивых петелек, рекомендую вам посмотреть еще другие видео, сейчас вы в конце вот увидите ссылочки на какие-то еще модели, которые есть на канале. Заходите на канал, смотрите, и до новых встреч!